Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Lina and I'm your Russian teacher. Welcome to another Russian podcast with me. Today we'll talk about things that often confuse foreigners. You may already know the cases, aspects of the verbs of motion, but Russian communication isn't just about the language. It's a cultural code. These are those unspoken rules that all of us know since childhood, but we never discuss them out loud. So today you're gonna find out how to communicate better with Russians. The whole video I'll be speaking in Russian, so feel free to turn on subtitles in English or Russian. Ready to learn more? Then let's begin. Часть 1. Знакомство. Итак, вы встречаете русского человека. Первое, что вы можете заметить, это то, что мы не улыбаемся незнакомым людям. Это не значит, что мы злые. Просто улыбка для нас – это ценная валюта, и мы тратим ее только на друзей, знакомых и людей, которые нам нравятся. Я подробно говорила об этом в другом подкасте «Почему русские не улыбаются?». Если вы его пропустили, вы можете послушать его тут. Поэтому не удивляйтесь, если в метро или в магазине все люди будут с серьезными лицами. Далее, физический контакт. Как мы приветствуем друг друга? Мужчины обычно жмут друг другу руки. Это стандарт при встрече знакомых, друзей, коллег, иногда даже незнакомых людей в одной компании. У женщин все немного по-другому. Обычно мы просто приветствуем друг друга словами, но если вы попали в компанию знакомых и друзей, готовьтесь к объятиям и, может быть, поцелуем в щечку. Конечно, это все зависит от человека. Например, моя лучшая подруга, она не любит физический контакт, она не любит обниматься, и поэтому при встрече с ней мы никогда этого не делаем. Тут самое главное – уважать друг друга и уважать желание другого человека. Далее, обращение по имени-отчеству. Это один из самых важных пунктов. Имя плюс отчество – это знак уважения к человеку, обычно к тому, кто старше вас или выше по статусу. Начальник, врач, профессор. Например, я Алина Александровна или Александр Сергеевич. Пока человек сам не предложит вам перейти на «ты» и обращаться просто по имени, лучше всегда использовать обращение имя плюс отчество. Если вы не знаете, какое отчество у человека, вы всегда можете спросить, как вас по отчеству или как к вам обращаться. Как к вам обращаться – это лучший вопрос, который вы можете задать при знакомстве с новым человеком. Следующее. Личное пространство и зрительный контакт. Русские очень любят личное пространство. Поэтому не нужно подходить близко к человеку, с которым вы разговариваете. Дистанция в 1 метр считается стандартной. При этом очень важно смотреть в глаза. Прямой, но не агрессивный взгляд – это лучший способ показать, что вы заинтересованы в человеке и в этом диалоге. Есть даже смешные видео в интернете, которые я вижу от иностранцев, которые приезжают в Россию, начинают тут жить. Вот такой пример. Мне очень нравится это видео. Может быть, оно слегка утрировано, но действительно иногда происходит именно так. Когда мы разговариваем с человеком, мы смотрим прямо в глаза. И для нас это нормально. Конечно, в очередях и общественных местах о личном пространстве можно забыть. Это суровая реальность мегаполисов и больших городов. Часть 2.
Гостеприимство и подарки. Это моя любимая тема. Мы любим ходить в гости к кому-то. Мы любим принимать гостей у себя дома. И вообще дом является очень важным местом в жизни каждого русского человека. Поэтому, если вас пригласил русский человек к себе домой, значит 100%, что вы ему нравитесь. Но вы должны помнить об этих правилах, когда идете в гости к русскому человеку. Правило номер 1, самое важное. Всегда разувайтесь на входе. В России это гигиена и уважение к чистоте дома. В прихожей или в коридоре вас всегда встретят тапочки. Это нормальная ситуация. Например, у меня дома есть одноразовые тапочки для гостей, которые приходят ко мне редко, а также есть персональные тапочки для тех, кто приходит ко мне домой часто. Моя семья или мои друзья. Не удивляйтесь, это норма для многих русских домов. Я не одна такая странная. Далее. Не приходите в гости с пустыми руками. Что же можно принести? Хороший торт, коробку конфет, эклеры или любые другие сладости. Также алкоголь. Обычно вино, потому что бутылка хорошего вина всегда уместна. Можно, конечно, пошутить про водку, потому что все русские пьют водку, но нет, не все русские пьют водку. Поэтому лучше вино, ну или пиво. Но если вы думаете, что вы будете есть только то, что вы сами принесли на подарок, это не так. Стол уже будет готов к вашему приходу, и на нем будет множество различных блюд. Мы очень любим накрывать столы, готовить много еды, и мы любим застолья. Сидеть большой компанией за столом и разговаривать. Также мы любим говорить тосты. Но, я думаю, не все русские любят говорить тосты. Например, я это ненавижу делать, но это традиция. И даже если я не хочу говорить тост, это сделать нужно. Говорит обычно кто-то один, он обычно встает, а все остальные за столом слушают. Если это важное событие, такое как день рождения или свадьба, тогда тост обычно длинный. Но если это обычная встреча друзей, знакомых, семьи, тогда можно сказать просто пару слов. За встречу, за здоровье, за родителей, за хозяев, за гостей, что угодно. Главное – искренность. Когда тост произнесен, все чокаются. Мы называем это чокаться, чокнуться. После этого нужно обязательно выпить из бокала. За столом мы ведем себя прилично, не чавкаем, не издаем никакие другие звуки, а также не разговариваем с набитым ртом еды. Но это просто правило этикета. Часть 3. Поведение в общественных местах. Теперь давайте выйдем на улицу. Как вести себя в общественном транспорте? В метро, автобусе, трамвае или наших любимых маршрутках. Первое. Уступайте место. Суровое, но важное правило. Всегда уступайте место пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с маленькими детьми. Это не просто вежливость, это социальная обязанность. Также старайтесь не разговаривать слишком громко. Русские люди в транспорте ведут себя довольно тихо. Они отдыхают, спят, читают или слушают музыку в наушниках. Далее, если вы стоите в очереди в больнице, в магазине, будьте готовы отстаивать свое место. В России не принято проскакивать без очереди. Если вы не уверены, кто последний в очереди, просто спросите вслух, кто последний, кто крайний. Это магическая фраза, которая определяет ваше место в очереди. И помните, самое главное правило в России – это искренность. Да, наши лица могут казаться серьезными. Да, мы можем показаться злыми. Но как только вы преодолеете этот первый барьер, вы обнаружите очень душевных, гостеприимных и добрых людей. При этом не бойтесь делать ошибки.
Русский человек всегда оценит вашу попытку понять его культуру и язык. And that's it. I hope you understood everything, and tell me now in the comments which unspoken rules surprised you the most. Thank you very much for watching. Subscribe to my channel and learn Russian with me.